Всем привет! У меня отличная новость для всех владельцев кроп-камер Sony и Nikon. Потому что если вы хотели найти идеальный полтинник для своей камеры, который обладает высокой резкостью, качественно размывает фон, а также выдает картинку, которая сопоставима по качеству какой-нибудь полнокадровой камере с зум-объективом, то поздравляю, вы его нашли. Это новый объектив от бренда Yongnuo 33 мм с диафрагмой f1.4, и у него даже есть беспроводное соединение, но об этом я расскажу чуть позже. Сейчас я покажу вам распаковку этого объектива, а затем в подробностях расскажу о всех его достоинствах и недостатках. Меня зовут Виктор Брусков, и вы на моем канале The Photo Gear. Устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Стоит начать с того, что я традиционно записываю себя на этот объектив прямо сейчас, потому что я считаю, что идеальный тест, когда все в обзоре снято на тот объектив, о котором идет речь. И я учел свою предыдущую ошибку, потому что я тестировал кроп-объективы на своей полнокадровой камере Sony Alpha 7 IV. И я понимаю, что далеко не всем понятно такое тестирование, потому что у полнокадровой камеры могут быть какие-либо преимущества. И поэтому я отправился в магазин и купил себе Sony ZV-E10. Кроп-камеру как раз для того, чтобы идеально тестировать кроп-объективы. И как раз сейчас я записываю себя на Sony ZV-E10 с новым объективом Yongnuo 33 мм. И соответственно вы можете судить о достоинствах этого объектива, потому что я снимаю себя сейчас на открытой диафрагме f1.4, и вы можете оценить, как справляется его система автофокусировки, чтобы отследить мое лицо, а также ту резкость, которую он способен выдать на открытой диафрагме. И мне уже сейчас по превью кажется, что видно все мои поры, потому что я заметил во время своих съемок, что этот объектив очень резкий. Но давайте обо всем по порядку. Первое, что мне очень сильно понравилось, это дизайн, потому что такое ощущение, что компания Yongnuo наконец-то нащупала свой фирменный стиль. То есть до этого я тестировал два объектива от этого бренда. Ультраширик для кроп-камер 11 мм с диафрагмой 1.8 и объектив для полного кадра 50 мм также с диафрагмой 1.8. Так вот, у меня есть устойчивое ощущение, что именно с объективом 33 мм они нащупали свое собственное ДНК в дизайне. Объектив действительно классно смотрится как по отдельности, так и на камере. И у него есть все необходимые органы управления. То есть кольцо диафрагмы, как у премиальных объективов Sony серии G, переназначаемая кнопка, переключатель автофокус, мануальный режим и даже декликер для того, чтобы переключать диафрагму либо с щелчками для фотосъемки, либо плавно для видеосъемки. В фоторежиме переключение щелчков здесь очень приятное, и вообще очень круто, что здесь есть само кольцо управления диафрагмой, потому что на такой камере, как Sony ZV-E10, не так много органов управления, а крутилок так вообще две, и поэтому очень удобно иметь отдельное кольцо диафрагмы. Одна крутилка у нас на камере отвечает за ISO, другая за выдержку, а кольцо на объективе за диафрагму. И все, можно сказать, что вопрос дефицита крутилок полностью решен. Также отмечу, что у объектива прорезиненное кольцо байонета, то есть он погодозащищен. И на самом деле я успел с ним поснимать в плохую погоду, но об этом тоже расскажу немного позже. Теперь давайте поговорим про фокусное расстояние. Почему именно 33 мм? А все потому, что в пересчете на полный кадр с кроп-фактором 1.5, который есть у Sony ZV-E10, мы получаем как раз ровно 50 мм. Что касается диафрагмы f1.4, то если вы хотите получить эквивалентную глубину резкости полному кадру, то ее тоже следует умножить на 1.5. И в итоге в плане глубины резкости мы получаем диафрагму что-то в районе 2.1. То есть, чтобы получить такие же значения на полном кадре, нам нужно использовать объектив 50 мм с диафрагмой как минимум f2. Именно поэтому я считаю, что данный объектив позволяет получить картинку, сопоставимую с какой-нибудь связкой с полнокадровой камерой. Я, например, в одной из своих съемок использовал объектив G-Master 2470 с диафрагмой 2.8 на своей полнокадровой Sony Alpha 7 IV и мог сопоставить качество изображения с данной кроп-связкой. И могу сказать, что картинка
картинку практически невозможно отличить невооруженным взглядом. То есть сами физические характеристики данного объектива позволяют раскрыть кроп-камеру и вывести ее на уровень полнокадровой камеры с какой-нибудь зум-оптикой. Ну а что касается диафрагмы в плане светосилы, то она у нас так и остается f1.4, а это позволяет нам не задирать значение ISO. То есть в тех ситуациях, где с объективом с диафрагмой 2.8 нужно поднять значение ISO до значения 3200, с этим объективом нужно поднять значение ISO всего лишь до 800 единиц, потому что он как раз дает выигрыш в 2 ступени экспозиции по сравнению с объективом с диафрагмой 2.8. Ну а что касается самого фокусного расстояния 50 мм или эквивалентного фокусного расстояния 50 мм, как в данном случае, то оно дает нам возможности, приближенные к портретной съемке. То есть этот объектив идеально подходит для съемки людей. Почему я акцентирую на этом внимание? Потому что в некоторых бытовых ситуациях он может быть тесноват, то есть немного узкий, и вам придется отходить подальше от человека. Это не всегда комфортно, например, для семейной съемки, где вы хотите быть прямо недалеко от человека и снимать его, например, по пояс. В таких случаях вам нужно использовать объектив с фокусным расстоянием 23 либо 24 мм, который будет эквивалентен 35 мм на полном кадре, потому что 35 мм это более универсальная фокусная. Но в то же время, если вы хотите получить что-то ближе к портретному фокусному расстоянию, то полтинник — это идеальный кандидат для такой задачи. Плюс с таким объективом у вас будет сильнее размываться фон, чем с объективом с аналогичной диафрагмой, но с фокусным расстоянием 23 либо 24 мм. Я провел с этим объективом из Sony ZV-E10 портретную съемку на рассвете. И съемка на рассвете — это отличная идея не только потому, что вы получаете идеальный солнечный свет, но и потому, что вы избежите толп людей в каком-нибудь популярном новом месте для съемок. Именно в такое место мы и отправились с моделью Валерией и наснимали классных портретов. Здесь я также хочу сакцентировать ваше внимание на том, какой уровень резкости получается на снимках, а также, что эта резкость сохраняется и при съемке лица крупным планом по пояс, либо модели в полный рост, а также очень качественное размытие фона, потому что в такой светосильной оптике очень важно не просто получить размытие фона, каким бы оно ни было, а именно качественное размытие фона. И именно то, что часто называют пластичной картинкой, в данном объективе имеется. Также я задействовал эту камеру и этот объектив при съемке в студии. Что примечательно в данной съемке, что основную ее часть я проводил со своей полнокадровой камерой Sony Alpha 7 IV и зум-объективом 2470 G Master второй версии. А как раз Sony ZV-E10 с этим объективом Yongnuo в этот момент записывала мне бэкстейдж. Точнее, мне его записывала помощница Вика, за что я ей очень благодарен. Но тем не менее, это позволяет вам увидеть работу этого объектива при записи бэкстейджа, причем опять же весь бэкстейдж записывался на полностью открытой диафрагме f1.4. И уже в самом конце съемки я решил поснимать модель Малика не на свою полнокадровую камеру Sony Alpha 7 IV, а как раз на данную связку. И могу сказать, что когда я дома увидел получившиеся снимки, я немножко обалдел, потому что они были очень и очень резкими прежде всего. Так как в студии особо нечего размывать, то в данном случае можно оценить именно резкость. Причем, опять же, напоминаю, это резкость на полностью открытой диафрагме f1.4. Еще немного я поиспользовал этот объектив на своей коммерческой съемке, где я как раз и мог сравнить возможности своей полнокадровой камеры и данного кроп-объектива. Именно после этой съемки я убедился, что визуально этот объектив с кроп-камерой позволяет получить сопоставимое качество изображения с полнокадровой камерой, и никто его вот так вот невооруженным взглядом не сможет отличить.
где снято на какую камеру. Ну и как я сказал ранее, я использовал эту связку в очень плохой погоде, и у меня была возможность проверить погодозащиту. Дело в том, что мой друг Андрей увлекся дрифтом и, как мне кажется, уже целых полгода звал меня прокатиться. А возможности моего графика позволили мне посетить это мероприятие только в самый плохой по погоде день. Во-первых, температура опустилась где-то до нуля, во-вторых, в этот день пошел снег с дождем, максимально неблагоприятные и промозглые условия для тех, кто снимает, но отличные условия для тех, кто любит подрифтить. Ну и поскольку солнце уже садится рано и было совсем темно, это отличная дополнительная проверка для этой кроп-связки, как она поведет себя в темных условиях съемки. Погодные условия никак не повлияли на эту кроп-связку, то есть ни камере, ни объективу ничего не сталось. И только я полностью промерз до того момента, пока Андрей не прокатил меня как раз на машине. Это был мой первый дрифт изнутри машины, и я скажу вам, что ощущения очень и очень крутые. Сам бы я этим заниматься вплотную не стал, но испытать на себе все эти перегрузки и то, как это происходит изнутри, очень и очень круто. Пока мы ехали, Андрей мне сказал, что парный дрифт еще круче, чем одиночный, и поэтому я еще раз залез внутрь машины и испытал на себе уже парное движение в заносе. Что касается получившихся снимков, то они опять же резкие. Как я и говорил, мне не пришлось сильно задирать значение ISO, всего до 800 единиц, что довольно терпимо для Sony ZV-E10. А вот если бы у меня был объектив с диафрагмой 2.8, то значение ISO пришлось бы поднять до 3200 единиц. А 3200 это уже не так хорошо для кроп-камеры, особенно если мы говорим о цветопередаче. Что касается достоинства этого объектива, то здесь все просто. Он дает просто очень качественную и приятную для глаза картинку. То есть резкую, с красивым размытием, с правильной перспективой, которая не искажает пропорции человека. То есть объектив как раз отлично подходит для съемки людей. И если говорить о минусах, то их здесь совсем немного, особенно если учитывать сильные стороны этого объектива, но все же минусы есть. Первый минус — это то, что у объектива есть подушкообразная дисторсия. То есть чуть-чуть искривляются прямые линии по краям кадра. И я могу об этом говорить только потому, что в данный момент нету профиля для данного объектива в Lightroom. Соответственно, я даю оценку этому объективу в плане дисторсии и виньетки без вмешательств цифровых исправлений. И если держать этот факт в уме, то дисторсия и виньетка здесь действительно незначительные, особенно виньетка. Второй минус — это то, что в некоторых случаях наблюдаются хроматические аберрации, но опять же очень незначительные и очень редко, намного реже, чем у какого-нибудь объектива Sony CS 55 мм с диафрагмой 1.8 для полного кадра. Я бы даже по-другому сказал, что хроматику найти очень и очень сложно, то есть надо постараться, чтобы это сделать, но все-таки это сделать можно. Именно поэтому я об этом и говорю. Ну и последний совсем незначительный недостаток — это то, что у этого объектива шаговый привод автофокуса. И я постоянно повторяю в своих обзорах, где не используется линейный привод автофокуса, что шаговый привод на втором месте, и что он немного уступает линейному приводу, что линейный привод самый лучший. Поэтому учитывайте, что в системе автофокуса это не эталонный мотор, но так же как и линейный привод, он бесшумный и быстрый. Есть в этом объективе один интересный момент, а именно беспроводное соединение. И благодаря специальному пультику, который приобретается отдельно, можно получить управление объективом дистанционно. С помощью этого пультика можно переключать значение диафрагмы, начинать и останавливать запись непосредственно на камере, а также управлять фокусировкой. То есть мы можем назначить точку А и точку Б, и объектив будет перефокусироваться по нажатию в
ту либо в другую точку с максимальной точностью. Для некоторых эта функция может быть весьма полезна, поэтому учитывайте этот момент. Он в данном случае уникален. Впервые рассказал об этой возможности как раз в объективе Yongnuo 11 мм с диафрагмой 1.8, и в объективах других брендов такой возможности нету. Если подводить итог, то это отличный кроп-объектив, отличный так называемый кроп-полтинник, потому что если вы будете использовать объектив 50 мм на кроп-камере, то в эквиваленте вы получите 75 мм. А вот если вам нужен полтинник, то вам как раз нужен объектив 33 мм. Этот объектив очень резкий, прямо с открытой диафрагмой. Если диафрагму чуть-чуть прикрыть, то он становится сильно резким. У него очень приятное для глаза размытие заднего плана, он довольно компактный и легкий. Его светосила позволяет не задирать значение ISO. Он погодозащищен, у него есть все необходимые органы управления, и поэтому я считаю, что это отличный кандидат для кроп-камеры Sony или Nikon, который даст картинку и возможности, сопоставимую с какой-нибудь полнокадровой связкой. И еще хочу добавить, что с данным объективом ваши семейные снимки выйдут на качественно новый уровень. Можете в этом плане мне смело довериться. Особенно если вы до этого использовали только какой-нибудь стандартный китовый объектив. Вы очень сильно удивитесь, на что способна ваша камера. А на этом у меня, пожалуй, и все. Я надеюсь, что этот выпуск вам понравился. Если это так, то поставьте лайк. Также подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали, и поставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И всего вам доброго!